Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать! Сегодня в этом видео мы с вами отправимся в кулинарное путешествие по России. А это значит, что я вам расскажу о русской кухне. Я вам расскажу о своих самых любимых и самых вкусных блюдах русской кухни. Наверняка вы слышали такие названия, как борщ, пельмени, блины. Это традиционные блюда России. И это только начало, потому что есть очень много традиционных блюд. Русская кухня – это не просто еда, не просто то, что мы едим. Это часть нашей культуры и нашей истории. Это наши традиции. Поэтому я очень хочу поделиться с вами своими любимыми блюдами. А вы уже пробовали какое-нибудь русское блюдо? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Возможно, вы слышали о каком-то блюде, или сами приготовили, или просто попробовали в ресторане, или вас кто-нибудь угостил. Мне всегда очень интересно читать ваши истории и ваши комментарии. А теперь давайте начнем, и я вам расскажу о своих любимых блюдах. Итак, давайте начнем с первого блюда, и это пельмени. Что же значит пельмени? А это маленькие кусочки теста, которые мы готовим из муки, воды и добавляем соль, и с начинкой из мяса, картошки или грибов. Итак, маленькие кусочки теста, мы кладем туда начинку, например, мясо, и потом закрываем пельменьку. Пельмени очень популярны. Почему они так популярны? Потому что они очень просты в изготовлении. Их очень легко приготовить. Когда мы их готовим, мы можем их потом заморозить. Это значит положить в морозилку, чтобы они замерзли. И когда мы хотим покушать пельмени, мы их достаем из морозилки и готовим. Их можно пожарить на сковородке или сварить. Потом мы их едим со сметаной или со сливочным маслом. Я очень люблю есть пельмени, и особенно зимой, когда очень холодно. Еще их можно оставить в бульоне. То есть не доставать из бульона, а есть вместе с бульоном, как будто это суп. Мне очень нравится есть пельмени с бульоном. А вы когда-нибудь пробовали пельмени? Их очень легко приготовить. Вы можете найти рецепт пельменей в интернете и приготовить их дома, а потом рассказать, как у вас получилось. Второе блюдо, которое я обожаю, называется щи. И это русский суп из капусты. Ингредиенты для этого блюда следующие: капуста, картошка, морковь, лук. Также мы можем добавить мясо, тогда будут щи с мясом, или варить только овощи, тогда они называются постные щи. Мне очень нравятся щи с мясом,
и тоже постные щи. Просто мне нравятся все супы, абсолютно все супы. Я очень люблю, потому что очень здорово съесть горячий суп, особенно зимой, когда очень холодно. Это очень помогает согреться. В России говорят «щи да каша, пища наша». Пища – это значит еда, то, что мы едим. А это значит, что щи да каша – это основа русской кухни, потому что в этих блюдах очень простые ингредиенты. А теперь третье блюдо, и это салат оливье или русский салат. Это не просто салат, который мы едим каждый день. Это символ праздника, это символ Нового года, символ застолья. Потому что мы готовим этот салат на праздники и очень часто на Новый год. Какие же ингредиенты у этого блюда? Картошка, морковка, вареная колбаса, яйца, зеленый горошек, огурцы. Могут быть соленые огурцы или обычные огурцы. Это уже зависит от каждого человека, от его вкуса. Итак, этот салат очень простой, потому что ингредиенты очень простые, и все это заправляется майонезом и перемешивается. И это очень вкусно, мне очень нравится. И к тому же это создает праздничное настроение, потому что это символ праздника, значит, создает праздничное, веселое настроение, когда мы едим этот салат. Так что попробуйте, я уверена, что вам очень понравится. Четвертое блюдо – это блины. И, возможно, это самое известное традиционное русское блюдо. Блины, их можно есть совсем с чем угодно. Их едят с медом, с вареньем, со сметаной, со сливочным маслом. Можно добавлять различные начинки с мясом, с икрой. Их можно есть с чем угодно. Это символ весны. Что это значит? Что в России есть такой праздник, который называется Масленица. Он длится неделю. Вернее, этот праздник воскресенье, это Масленица. Но в течение всей недели мы едим блины. Каждый день мы едим блины с разными начинками. Потому что блин – это как символ солнца, он похож на солнце, поэтому он символизирует тепло, символизирует весну, солнце. И когда этот праздник, Масленица, мы прощаемся с зимой, прощаемся с холодом и встречаем весну. А для меня блины – это домашний уют. Всегда, когда я еду в гости к маме домой в Россию, она мне каждый день печет блины с разными начинками. Она мне их делает с вареньем, она готовит мясную начинку и заворачивает в блин, потому что знает, что я очень люблю блины. Пятое блюдо – очень вкусное русское блюдо, которое называется холодец. И это мясное желе, которое делают из бульона
из мяса и из костей. Итак, кладут кости и мясо в воду и очень-очень долго варят, возможно, 4 часа. После этого этот бульон заливают и оставляют, чтобы он остыл. Оставляют на ночь в холодильнике. И еще добавляют туда кусочки мяса. Это очень важно, добавить кусочки мяса. И уже на следующий день его можно подавать к столу и есть, потому что он уже застыл, он уже превратился в желе. Это тоже праздничное блюдо. Обычно его готовят на праздник. Моя мама всегда его готовит на Новый год. И его едят с горчицей или с хреном, чтобы придать ему пикантности, чтобы это блюдо было острее. Но оно не всем нравится. Это блюдо на любителя. В России нам очень нравится есть пироги. Пироги – это тесто с начинкой, очень разнообразной начинкой. Это может быть сладкие начинки или соленые начинки. И это запекается в духовке. И получаются такие маленькие пирожки. Но еще есть пироги. Например, один из пирогов называется кулебяка. Это пирог с начинкой. Начинки могут быть самыми разнообразными. Мясо, рыба, овощи, рис. А могут быть и разные слои начинок. Что значит, что в одном пироге разные начинки. Например, сначала мясо, потом рис, потом рыба, потом яйцо и так далее. Это называется кулебяка. Ее тоже подают к праздничному столу. Еще один вкусный пирожок, который называется растягай. Растягай – это пирожок с открытым верхом. Это значит, что он открыт сверху. Есть глагол «расстегнуть». Например, расстегнуть молнию. Если у вас кофта с молнией, мы застегиваем молнию и расстегиваем молнию. Или расстегиваем пуговицы. Это значит открываем. Итак, растягай от слова расстегнуть – это открытый пирожок. Мы можем видеть, что у него внутри, какая начинка. А начинка может быть разной. Может быть мясо, рыба или грибы. И этот пирожок очень вкусный, и его можно использовать как хлеб, например, если мы едим какое-то блюдо, и можно закусывать пирожком, или просто, если вы голодные, можно съесть этот пирожок и уже не чувствовать голода. И последнее блюдо, о котором я хочу вам рассказать, и я его обожаю, это творожники. Творожники или сырники. Это оладьи из творога. Его готовят из творога, добавляют немножко муки, яйца, все это перемешивают и жарят на сковородке. Еще добавляют сахар. Это сладкое блюдо, и это для многих русских это вкус детства, потому что в детстве очень часто мамы готовят это на завтрак или на полдник, а также мы это едим в детском саду.
Когда я еду домой, мама всегда мне готовит творожники и в большом количестве, потому что знает, что я буду очень рада. Еще туда добавляют ванилин, и поэтому пахнет очень-очень вкусно. Едят творожники со сметаной, с вареньем, со сгущенкой. Это уже зависит от вкусов каждого человека. А можно есть просто творожники без всего. Они очень вкусные и так. Итак, друзья, сегодня мы с вами поговорили о русской кухне. Я вам рассказала о своих любимых русских блюдах. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что у вас возникло желание попробовать эти блюда. Возможно, приготовить их дома, найти рецепты или найти ресторан, русский ресторан, там, где вы живете, и сходить и попробовать. Напишите обязательно в комментариях, если вы попробовали, если приготовили и вам понравилось, потому что вы знаете, что мне очень нравится вас читать. Я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго и очень крепко вас обнимаю. До скорых встреч!